Всем привет! Все давно ждали тутор. Вот, я решил его сделать. Изначально создаю проект 2560 на 1440. Ставлю 60 FPS. Я отключаю ресэмп. После чего я закидываю видос, который я закрепал в скатке. И обрезаю на нужном мне моменте. Получается, это вот здесь. Это получается первый килл. И второй килл, это получается вот здесь. После чего, как я подобрал музыку, которую буду делать, я должен, получается, расставить все по битам. Получается, вот первый бит, да, я нажимаю на букву М и ставлю маркер. Получается хит, я хочу сделать переход, ставлю также маркер. Вот next beat. После того, как я расставил биты, я должен поставить выстрел под первый бит. Я смотрю момент, где Дигл еще не начинает стрелять, за один кадр до него, до выстрела, и подставляю его под бит. Растягиваю дорожку под начало трека и пререндерю, посмотреть, как это выглядит для начала. Видим, под бит попадает. Далее, как я хотел, я делаю переход. Получается, делаю я переход на 7 кадров. Далее я подставляю под второй бит, также второй момент. На переход я добавлю свишпам. Сейчас я прорендерю и посмотрю, как это выглядит. Как мы можем заметить, по битам нормально. Теперь я приступаю делать пилотинг. Если я добавляю твикстер. После чего, как я добавил твикстер, я анимирую его. Первый поинт оставлю где-то на 170. Далее, через кадров 9, наверное, я ставлю где-то 33. Первую точку я делаю паст. Второй поинт оставлю на том моменте, когда еще затвор, практически закрылся. Где-то еще кадров 10 я отступаю и ставлю где-то скорость 10-15. Также делаю эту точку паст. И где-то через кадров также, наверное, 10, можно даже больше, я делаю ускорение. До того момента, пока Дигл опустится, где-то на 180. Также делаю слоу здесь. После этого маркера я отступаю немного кадров и ставлю 100, для того, чтобы стала обычная скорость и не было красных экранов. Сейчас можно пререндерить и посмотреть. Как можно заметить, этот фрагмент с velocity выглядит более-менее нормально. Далее, после чего я копирую, получается, вело с этого момента, на второй выстрел с дигла, да, чтобы, можно сказать, оптимизировать процесс. Катаю, где я хочу закончить. Я, к примеру, хочу под этот вот бит сделать переход. Получается, я отступаю 7 кадров. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 кадров, катаю. И теперь я делаю вело на доставание ножа. Сейчас я покажу, как я делаю на доставание бабочки. Я делаю замедление на моменте до раскрытия бабочки. Далее делаю ускорение, когда она раскрывается. И опять делаю замедление. Делаю на 25. Так вот, она замедляется на этом моменте, на котором я и хотел. Поставлю еще один маркер с таким же значением. И в конце обязательно ее ускорю. Ускорю я на 300. Исправляем потери кадров, просто добавляю на плюс одно значение, и как мы можем заметить, сейчас ничего не должно быть. Мы сделали момент на выстрел, на доставание бабочки. Также есть другой вариант velocity на такую бабочку. Мы замедляем на том моменте, когда она начинает уже раскрываться. Это получается где-то вот здесь, да. 15 поставлю. Здесь маркер удалю. После чего мы смотрим полный момент. Можно заметить, все выглядит более-менее нормально. Далее хочу сделать вот здесь вот вигнетку, чтобы она была перед выстрелом. Я добавляю S-вигнет. И анимирую ее так. Первый поинт я ставлю на двойку. В самом конце я делаю так, чтобы она появлялась. Вот примерно так, да. Ставлю тут паст. Еще я хочу добавить перед выстрелом S-флик. Первую точку я поставлю на 0. И в конце я ставлю фликер на 1. Это мне уже больше нравится. Еще я сделаю переход здесь с шпаном. После того, как я сделал velocity, сделал переходы и перед выстрелом какие-то эффекты. После чего я выделяю отрезок, который я сделал, и буду сейчас его рендерить. Можете скопировать мой пресет. Вот, получается, наш ролик уже зарендерился. Нажимаю Ctrl-A и нажимаю на вот эту клавишу. Тем самым я выключаю все дорожки, которые сейчас я здесь сделал. После чего я переношу наш фрагмент, который мы только что сделали. Сейчас я буду делать панкрок. Я делаю
на 5 кадров сначала я отступаю и немного приближаю. Первую точку ставлю fast, где-то через, не знаю, кадров 10-15 я еще чуть-чуть приближаю. И под конец, где-то вот тут, наверное, я нажимаю кнопку Restore. Можно посмотреть, как выглядит макроп. Так, более-менее нормально. Также копирую и переношу на этот момент. Немного редактирую. Где-то поближе точку помещу. И в конце я еще раз нажму Restore. После чего я добавляю шейк, который я кидаю под панкроп. Обязательно под панкроп надо кидать шейк, чтобы не было жестких зеркал. И где-то на 14 кадров я его анимирую. Первый параметр амплитуда анимирую. Первая точка там у меня на 700 стоит, да. И через 14 кадров ставлю на 0. Так, можем посмотреть, как это выглядит. Также эффект с шейками перенесу сюда. Далее, после чего я думаю, добавлю S-Flicker. Так, еще я думаю, может быть, добавить какой-нибудь Color Corrector или изменить небо, например, на первом моменте. Да. Можете скопировать мои настройки. Добавлю еще Uni RGB Separation. Добавлю его под панкроп. Первую точку анимирую. Где-то ставлю, наверное, ну, на 26, вот так вот. Где-то через кадров 20 оффую и делаю fast. Посмотрим. Еще можно добавить Scan Lines, его накинем тоже под шейк. У нас есть параметр Lines Sharpness, мы его анимируем. Здесь первая точка у меня стоит на 1, ну и через кадров 10, ну так 15, ставлю его на 0. На данном моменте я думаю добавить S-Show.Colors и анимирую кнопку Min на кадров, наверное, 20. Если вы хотите, чтобы это переливалось, то вы можете анимировать вот этот вот параметр, Low Color, самый нижний. Через там 3 кадра он пускай будет зеленым, да. Через там еще 5 кадров он будет, не знаю, желтым и так далее. Смотрим, как это будет выглядеть. Были вопросы, как делать SFX. Я добавляю звук дигла и в Properties X-Time Classic и Look to Stretch. Растягиваем его, но я растяну на минут 3. После чего я добавляю whoosh, добавляю звук под названием U, ну это как типа тоже в уши. Делаю его тише. И трейлер Hits Slice 02. И делаю его гораздо тише. Еще я добавляю звук Headshot. Также делаю Classic Look to Stretch. И замедляю его, наверное, на 3 тоже. Делаю его где-то на минус 20, наверное. Громкий он достаточно, значит делаем тише. И сейчас приступим к последней части этого ролика. Это как делать ЦК. ЦК я делаю в After Effects. Получается, я создаю корректирующий слой, накидываю на него Tone Mapping, Detail Strange я ставлю на 1 на 2, потом накидываю Magic Bullet Loops, у меня это просто Loops, который я нажимаю Edit, накидываю Shell Colors, накидываю Loot, накидываю Pop, накидываю Diffusion. Я думаю, под этот трек делать какое-то оранжевое ЦК. Я делаю Saturation больше, но более желтым стало. Надо убрать желтые цвета, вот теперь более оранжевые. Далее накидываю в луте Polaris, делаю где-то на 70, наверное, да. Diffusion делаю меньше гораздо, где-то на 7. И Pop, ну, где-то на 20. Еще я накидываю Warm and Cool, я убираю оранжевые цвета. После чего я накидываю S-Sharpen, накину еще цветовой тон и насыщенность. Выберу какой-нибудь момент, где лучше все видно, ну где-нибудь тут. Выберу красный, насыщенность красного сделаю побольше, яркость поменьше. Желтый, сделаю насыщенность чуть побольше, яркость поменьше. И вот получается готовое уже ЦК. Также вы можете настроить как вам надо. Зайти там в Magic Bullet Loops, подкорректировать на другие цвета, там, например, на красный, на синий. Также, если вы хотите получить проект с этого ролика и получить ЦК с этого ролика, то можете перейти в мой телеграм-канал, в котором я оставлю ссылку на все плагины, которые я юзал, и на проект. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если на этом видео наберется 1000 лайков, я запишу вторую часть тутора.